Удар по Украине, жертвы и десятки пострадавших, нападение с ножом в школе, патриотический центр вместо океанариума. Всем привет, это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы начинаем. Российская армия ударила по центру города Изюм в Харьковской области. Ракета попала в здание районной администрации. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, погибли 5 человек. Пострадали 55, в том числе мальчик 6 лет и 2 девочки 14 и 16 лет. Мэр города Валерий Марченко рассказал телеканалу «Суспильне», что ракета повредила несколько зданий, стоящих рядом с администрацией, в том числе многоэтажные жилые дома. По его словам, в здании райсовета не было военных, там располагались налоговая, соцзащита и казначейство. Однако российские Z-блогеры, как обычно, утверждают, что удар был нанесен по центру принятия решений. В Екатеринбурге школьник ударил одноклассника ножом. ЧП произошло в гимназии номер 205. Два семиклассника поссорились на уроке, а на перемене один из них достал нож и ударил оппонента в спину. В школу вызвали скорую помощь, пострадавшего мальчика осмотрели врачи, госпитализация ему не потребовалась. В гимназии проверят организацию безопасности. Также инспекция ожидает все школы Екатеринбурга. Студентов техникума в Анапе заманивали на уборку пляжа от мазута решением проблем с учебой. Один из них затем умер. Об этом пишет издание агентства со ссылкой на мать погибшего ученика. Журналисты опубликовали запись, на которой завкафедры индустриального техникума Сергей Савенко призывает отправлять учащихся на пляже. Попрошу передать в группы вторых, третьих курсов и четвертых. Завтра срочно нужно 130 человек, выезд 8:30. Бонус от учредителя, директора. Я буду контролировать при сдаче сессий, закрытии долгов. 17-летний Александр Комин умер в середине января. После этого администрация техникума заявила, что не отправляла несовершеннолетних студентов на уборку пляжей от мазута. Мать подростка утверждает, что это не так. По ее словам, сын пошел на уборку, чтобы отработать таким образом практику. За полмесяца после гибели сына женщине так и не сообщили результаты судмедэкспертизы. Она считает, что дело пытаются замять. Добавлю, что на середину января пострадавшими при уборке пляжей от мазута назвали 146 человек. Новые подробности вчерашнего убийства криминального авторитета Армена Саркисяна. Взрыв в московском ЖК «Алые паруса», в результате которого и погиб Саркисян, мог устроить смертник. Об этом пишут российские госагентства со ссылкой на силовые структуры. По их данным, эта версия сейчас является приоритетной, хоть и не единственной. То есть погиб при взрыве не охранник Саркисяна, а сам киллер. Близкий к силовикам телеграм-канал 112 утверждает, что подрывника звали Парур. Он был уроженцем Армении. Издание пишет, что у него на ноге была татуировка, указывающая на принадлежность к десанту или иным элитным войскам. По данным 112, задержаны несколько подельников подрывника, их допрашивают. По данным Интерфакса, приоритетной версией произошедшего стал передел сфер влияния, однако украинский след не исключается. Один из пассажиров самолета Нижний Новгород-Сочи умудрился пронести на борт нож и начал крушить салон прямо во время полета. Нет! Почему? Когда «Боинг» пролетал над Каспийским морем, 60-летний пассажир по имени Лев потребовал места у иллюминатора. Когда ему отказали, он достал нож и начал им угрожать пассажирам и персоналу. Дебошир требовал алкоголя и бил ножом по полкам для багажа. Капитан судна решил не прерывать полет, но сообщил о беснующемся пассажире диспетчерам. В Сочи его встретили полицейские. Во Владивостоке закрыли старейший городской океанариум ради патриотического центра. В его здании на Батарейной улице собираются открыть Национальный центр «Россия», созданный по поручению Путина для, цитата, «продвижения традиционных ценностей». Часть животных переместят в другой океанариум. До сих пор не прояснилась судьба расположенного в этом же здании зоопарка с рептилиями и выставки бабочек. А сотрудников океанариума планируют уволить. В конце января они пытались записать видеообращение к чиновникам и горожанам с просьбой не допустить закрытия, но акцию сорвали силовики. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, смотрите другие видео, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы дублируем там все выпуски, в том числе в аудиоформате. И главное, берегите себя.